Друзья, приветствую вас! Выпуск выходного дня. Давайте рассмотрим, какие изменения в позициях SOTOS FTC произошли. На днях нашему каналу исполнилось 2 года. Надеюсь, что за время существования с помощью нас вы освоились на рынке и заработали много денег. Итак, перейдем к SOTOS FTC. Итак, друзья, давайте к календарику вернемся. Вчера вот вышли данные по активным буровым установкам Baker Hughes. Конечно, там выходят еще данные по общему количеству, но с моей точки зрения, вот именно активные буровые, они показывают в наибольшей степени реакцию американской нефтяной промышленности на то, что происходит на нефтяном рынке, на соотношение спрос-предложение, цена и так далее. Итак, тут наметилось охлаждение, прирост идет, но он очень небольшой. В общем-то, будет, я так думаю, если цены на нефть не продолжат рост, даже небольшая просадка в этом значении, но это будет уже осенью. И в том случае, если цены не пойдут на 94-100 долларов за баррель по нефти Brent. Так, далее у нас идет алюминий. Но по алюминию пока нету особого спроса на алюминий, судя по изменению позиции SOTOS FTC. Вот здесь, скорее всего, привязка идет к авиапромышленности. Там алюминий очень востребован. Все самолеты это алюминий. Ну, какие-то части делают из титана, из нержавейки. Но основной корпус это, конечно же, алюминий. И поэтому здесь пока нету четкого понимания, когда произойдет восстановление спроса на самолеты. Я думаю, по алюминию ситуация тоже будет неопределенная. Но, тем не менее, никто не возбраняет алюминий, как и другое сырье, цены запустить в космос. Так, далее по меди. По меди у нас интересная ситуация. Идет рост лонговых позиций. Обращаю внимание, что вот эти позиции, на которые я ориентируюсь, это позиции нон-коммерсов, так называемых американских спекулянтов, которые фиксируются во вторник вечером, но публикуются в пятницу вечером. Вот. Тем не менее, несмотря на временной лаг в 3 дня, есть определенная позитивная корреляция, даже я бы сказал так, по ряду позиций более 70% коэффициент корреляции, то есть значит очень сильная взаимосвязь статистическая между изменением позиций SOTOS FTC у американских спекулянтов и, соответственно, движением этого актива на следующей неделе, в течение недели, ну или как минимум в течение первой половины недели. Итак, по меди самые позитивные ожидания делают ставку на лонг, на то, что она дальше улетит в космос. Но здесь четко надо понимать, что на самом деле рост цен на медь, так же как и Baltic Dry, тот разумный диапазон, который указывал на восстановление, он уже пройден. И текущее движение это, в общем-то, предварение значительному усилению инфляции и издержек, который приведет к стагнации экономического роста. Ну, скорее всего, это, наверное, где-то осенью будет реализовано этого года. И, соответственно, последующего возможного W-образного сценария кризиса. Опять же, говорите однозначно, что вот все вот рухнет завтра. Нет, такого, я считаю, делать нельзя, потому что здесь система, она многопараметрическая, сложная. Каждый параметр влияет в той или иной степени на другой параметр. И поэтому только по факту можно, когда свершилось, точно сказать, что вот там, допустим, такие-то индикаторы показывали падение, и поэтому все обвалилось. Но если проанализировать динамику предыдущих кризисов, каждый кризис протекал по-своему. У всех кризисов была одна общая черта. Она отличала любой кризис, который происходил, тем, что возникало перепроизводство чего-либо, какого-либо товара или услуги. Вот. Относительно падения различных макроэкономических индикаторов или роста, они, несомненно, каждый раз происходят, но они могут варьироваться. И поэтому, с моей точки зрения, железное основание для того, чтобы понять, что сейчас будет кризис в каком-то обозримом горизонте, это, конечно же, перепроизводство. Вот. Ну и сейчас, по факту свершившегося кризиса, в начале 2020 года мы наблюдаем отскок, который превращается, как Пауэлл это охарактеризовал, сплошное пузырение активов. Ну или не сплошное, он сказал так, что отдельные активы чрезмерно пузырятся или там пускают пену.
Итак, друзья, по меди ожидается, предполагается рост, ну, по крайней мере, в течение первой половины следующей недели. Но здесь sell in May and go away, есть такое правило. Оно очень часто срабатывает, посмотрим в этом году, насколько оно сработает, не сработает, потому что последние 2 года мы попали в новую реальность. В марте никогда не было кризиса, в 2020 году случился. Ну, в 2021 году посмотрим, как в мае будет, не будет распродажа. Судя по всему, здесь все привязано к монетарной политике Соединенных Штатов и Евросоюза. Если нету наметок на то, что будут укреплять, увеличивать ставки и прекращать скупку активов, то, скорее всего, существенного обвала не произойдет, кроме тех случаев, когда действительно произошел весьма ощутимый сбой каких-то макроэкономических показателей. Вот мы с вами вчера наблюдали по новым вакансиям и по безработице. Казалось бы, все хорошо, все нормально. Тут бах, прирост новых позиций в несельхозсекторе резко падает, и безработица внезапно начинает подскакивать. То есть, ну, такие флуктуации, они, как правило, говорят о том, что система находится в состоянии, когда устойчивый рост может смениться устойчивым падением. Здесь еще интересен такой момент, тут уже с точки зрения диалектики, вообще развития всего, как протекают процессы, как человек познает мир. То есть каждый кризис, экономические власти, человечество, оно извлекает определенный урок. И, соответственно, в дальнейшем пытаются бороться с тем, чтобы подобная ситуация не возникла. Ну, например, в 30-е годы рухнули биржи, вовремя не залили ликвидность. Этот урок выучили, и после этого, особенно начиная с 2008 года, очень активно средства по заливанию деньгами кризиса используют. Но жизнь не стоит на месте, состязание мяча и щита – это вечная тема, и поэтому, ну вот, одну подпорку сделали, но следующая дырка, она тоже не за горами, и она даст о себе знать. Так, друзья, далее у нас следующая тема – это нефть. По нефти идет небольшой прирост лонговых позиций в пределах 10 тысяч. Но мы с вами видим, что нефть, по сути, сейчас она вышла на некое плато. И, соответственно, такое положение дел, оно указывает на то, что отсюда должен пойти либо дальнейший резкий рост, либо, соответственно, отсюда пойдет корректирующий откат. Текущая ситуация, она, в общем-то, обусловлена двумя ключевыми факторами. Это снятие ограничений в Америке, автомобильный сезон, то есть начинают активно ездить и есть спрос на нефть. И с другой стороны, это очень тяжелая ситуация в Индии и Бразилии в части коронавируса. Вот. На текущий момент пока что негативные факторы, они пытаются оттеснить рост спроса цен на нефть. И, соответственно, я думаю, до конца мая или до середины июня эта тема определится, и мы увидим либо по нефти резкое пробитие 70-71 и уход в район 94 по бренту, либо у нас все это дело приведет к тому, что отсюда последует откат цен на нефть, ну хотя бы в район 60. Судя по тому островку, который возник в лонговых позициях SOT SFTC, на текущий момент больше факторов указывает на то, что в нефти в ближайшее время произойдет коррекционный откат, потому что активное количество лонгов не приращивается среди спекулянтов. Но здесь надо четко понимать, что на самом деле такой единой волшебной палочки здесь нету, потому что, например, NASDAQ и S&P спекулянты активно шортят, а они растут. Так что здесь в каждом случае все протекает индивидуально. Так, друзья, далее у нас идет золото. По золоту ситуация практически не изменилась. Сейчас давайте посмотрим график. По золоту в районе 170 тысяч спекулянты удерживают позицию. В предыдущий раз была попытка разгрузить, то есть шло постепенное снижение 190, потом 181, 170. Вот. Сейчас по золоту пошел рост. Поскольку 1800 по золоту было удержано, то высока вероятность продолжения дальнейшего движения, цель движения будет 2000. Опять же, обращаю внимание, сейчас 1800 это Рубикон, который, если в результате отката не пробивается, мы идем на новый хай по золоту.
Тем не менее, американские спекулянты не делают ставку на то, что золото будет расти, они делают ставку на то, что золото будет либо в боковике, либо падать. Но мне кажется, здесь в данной ситуации позиции вот эти, они обусловлены какими-то другими факторами. То есть может кто-то что-то хеджирует, ну или может просто сделают ставку на то, что золото вернется в диапазон, который находится 1766-1800. С моей точки зрения, пока больше факторов указывает на то, что золото должно немножко походить наверх. Так, друзья, далее серебро. Ну вот по серебру картина весьма показательна. Здесь ставка на рост по серебру. Наращивание лонгов происходит. Но если переходить к графику, это месячный таймфрейм, то мы с вами видим, что по серебру далеко цели, которые ранее были отработаны, они не сделаны. И полтинник маячит на горизонте. Здесь смотрите, какой очень интересный момент. В данной ситуации серебро, оно представляет очень большой интерес. Потому что оно такое двоякое. С одной стороны, вроде бы это safe haven. С другой стороны, все солнечные батареи на текущий момент, они не могут жить без серебра. Вот этот вот серебряный слой, который отражающий, он очень активно используется. И, соответственно, то, что связано с зелеными технологиями, оно имеет спрос на серебро. Поэтому серебро, оно оказалось в такой ситуации, когда оно очень нужно. Ну и, кстати, по поводу роста цен на сырье, возвращаясь к такой тематике, как цены на медь, потому что медь и серебро, они, в общем-то, очень активно используются в том, что связано с электричеством, с электроникой. Правительство Чили прорабатывает вопросы, по-моему, даже уже приняло решение о дополнительном обложении повышенных доходов от добычи и продажи меди. Вопрос, как это повлияет на цены на медь. По идее, это должно их еще толкать вверх. Чили — это крупнейший производитель мировой меди, это можно сказать как Саудовская Аравия по нефти. Итак, друзья, возвращаясь к металлам, американские спекулянты делают ставку на рост серебра на следующей неделе. По золоту они ждут боковика либо снижения. С моей точки зрения, если золото удерживается выше 1800 на текущий момент, у него есть все шансы сходить и даже на 2000 и выше. Вопрос в удержании уровня 1800. Так, дальше у нас идут позиции по NASDAQ. NASDAQ, ну и соответственно S&P. Здесь американские спекулянты наращивают шорты. Видимо, они свято веруют в то, что в sale in May and go away. Вот, и поэтому, видимо, делают ставку на то, что рынки обвалятся. Но, разумеется, как бы позицию обычно набирают заранее. Если ожидают, что где-то в середине, в конце мая начнется коррекционный откат, то, соответственно, открывают шорты уже сейчас. На самом деле мы с вами отслеживали динамику по вот этим вот позициям, которые по NASDAQ и по S&P. Активно они шортят уже достаточно давно и постоянно последние полгода шорты преобладают, однако рынок неукоснительно растет. И поэтому здесь либо у кого-то сбит прицел, либо кто-то решает какие-то другие задачи, связанные с хеджированием позиций в других, ну, либо в акциях, либо, возможно, в каких-то пифах или ETF-ах. Но я все-таки склоняюсь к мысли, что то, что касается вот этих позиций американских спекулянтов по индексам, здесь просто кто-то уперся рогом и ждет, что рынок упадет. Но мне кажется, исходя из человеческой психологии, здесь это наиболее правильное и адекватное объяснение того, что происходит, когда на растущем рынке, ну или по крайней мере, который приблизился уже к максимальным хаям и, как кажется, он дальше не пойдет, продолжают активно наращивать шорты. Так, друзья, далее канадский доллар. Ну смотрите, поскольку нефть держится на хаях и канадская экономика в настоящее время, она одна из самых многообещающих, потому что с одной стороны они стригут купоны с цен на нефть, с другой стороны они очень активно сейчас создают все условия для строительства, развития того, что связано с исследованием зеленых технологий, производств солнечных батарей, аккумуляторов, то, соответственно, Канада, она в ближайшее время станет одним из крупнейших мировых промышленных центров. Конечно, она Америку не затмит, но она будет очень хорошо себя чувствовать. Так, а вот по мексиканской валюте есть некоторые снижения, открывают шорты, это немножко настораживает. Но с другой стороны, Мексика, она, в общем-то, знаменита тем, что
мексиканское правительство, оно активно использует деривативы для хеджирования цен на нефть. Поэтому что там у них здесь происходит, очень сложно сказать. Ну и само собой, мексиканская валюта, она привязана к ценам на нефть. Так, ну по Бразилии немножко сократили шорты. Возможно, это как-то связано с коронавирусной ситуацией. По японской иене также шорты сократили, то есть ожидают, что на предстоящей неделе японская иена покажет рост против доллара. По рублю, как это ни парадоксально, но спекулянты немножко порезали лонги. Опять же, то, что касается рубля, я обращал внимание, сейчас давайте откроем график. Вот такой график позиции американских спекулянтов по рублю. Да, сейчас мы находимся в положительной зоне. И здесь, вот с моей точки зрения, вот насчет таких изменений, там 6,5 тысяч, 5,5 тысяч изменения, они ни о чем не говорят. Потому что здесь либо должен быть очень большой рост наверх, либо большой обвал, то есть в отрицательную область, либо надо ориентироваться на пересечение нулевой линии. Потому что вот все эти тысячи, которые здесь смещаются, они не показательны. Показательно либо пересечение нулевой линии, либо вот это вот движение, которое идет в сторону там 20-30 тысяч. Соответственно, исходя из изменения SOT FTSE американских спекулянтов, здесь какие-либо выводы относительно курса рубля на предстоящей неделе, я считаю, сделать нельзя. Так, друзья, ну и далее евро-доллар. Вот по евро-доллару ситуация здесь просто отличная. Наконец-то уверовали в евро и, соответственно, начали наращивать лонги. Вот. Но здесь я обращал внимание ранее, что вот это движение, оно должно повториться, и здесь должен нарисоваться второй, возможно, третий такой холмик. Кроме того, был прогноз какого-то инвестиционного банка, американского, европейского, по-моему, если не ошибаюсь, Deutsche Bank, о том, что в мае евро очень существенно отыграет позиции к доллару. Но, собственно говоря, мы это на текущий момент и получили. Так, друзья, давайте еще посмотрим по другим позициям, которых на том сайте нету, вот в частности биткоин. Так, ну вот американские спекулянты по биткоину режут шорты, режут. Так, далее индекс доллара. Так, а по индекс доллару идет сокращение лонгов. Ну, то есть доллар все-таки, судя по всему, будет проседать, по крайней мере в мае. Так, далее швейцарский франк. По швейцарскому франку перешли в положительную зону, то есть из шортов вышли в лонгов. Делают ставку на то, что швейцарский франк против доллара будет расти на предстоящей неделе. Так, ну вот британский фунт, паунд. А вот по фунту наоборот, лонги немножко сократили. Так, далее природный газ. По природному газу идет небольшое снижение шортов. Но если как бы опираться на график по природному газу, да, здесь с одной стороны как бы ощущается то, что была его нехватка. С другой стороны, как ни крути, все-таки лето приближается. И, соответственно, лето это как раз тот сезон, когда на газ спрос все-таки сокращается. Так, далее платина. По платине небольшое снижение лонгов, но с моей точки зрения платиновые металлы, они скорее всего сейчас будут находиться в боковике. Так, ну и далее палладий. По палладию небольшой рост, но здесь смотрите, здесь общий тренд такой, что если растет палладий, все равно будет расти платина, но непосредственно когда начинается рост, допустим, палладия, вот в этот момент, как правило, платина, она все-таки либо стагнирует, либо даже немножко откатывается. Но это связано с тем, что эти два металла, они братья-близнецы, есть у них незначительные отличия в физико-химических свойствах. Ну как, по плотности оно значительное, платина почти в 2 раза тяжелее палладия, но в плане своей эффективности, как катализатор, они приблизительно одинаковые. Единственное, есть какой, конечно, момент. Очень долгое время палладий был дешевле платины, но это исторически так сложилось, потому что все-таки родоначальником всей этой группы была платина, она наиболее распространена и наименее рассеяна по сравнению с другими платиноидами. И она изначально котировалась как драгоценный или как благородный металл, то есть как safe haven. Но на самом деле, если их все-таки сравнивать, каталитическую активность, то палладий он более эффективен в большем количестве процессов, нежели платина. И как раз вот тот рост, который сейчас произошел, фактически изменилась расстановка сил. То есть палладий вышел на первый план, а платина осталась на заднем плане. Она как раз очень четко отображает, что палладий все-таки
во многих случаях он более эффективен, чем платина. Нельзя сказать, что палладий он незаменим. Там, где присутствует платина, там можно использовать палладий и наоборот. Но все-таки с точки зрения ряда моментов, палладий он позволяет более эффективно и с меньшими затратами решать задачу. Вот. Но опять же подчеркну, это братья по сути близнецы. Так, друзья, давайте еще посмотрим, что с форцом. Так, ну вот фьючерс на РТС, здесь юрики чрезвычайно оптимистично, они ждут дальнейшего движения наверх. Ну, наверное, я так предполагаю, полета в космос РТС. Потому что соотношение таково, что ждут движения в район 158, возможно 160. У меня вот нету, честно вам скажу, уверенности, что такое движение, оно будет реализовано. Но есть, конечно, несомненно, очень существенный момент, который связан с дивидендной доходностью. Вообще, в принципе, российского рынка она значительно выше, чем у западного. А как ни крути, близится, в общем-то, период дивидендов. И поэтому здесь вот эти истории, они могут выйти сейчас на первый план. Ну, а соответственно, РТС это же прокси российского рынка. Итак, юрики ждут дальнейшего роста и вакханалии, но я вот все-таки бы осторожно относился к такой идее. Так, дальше Сбер. По Сберу вообще тоже очень суровая ставка на продолжение дальнейшего роста. А по ВТБ обратная ситуация, то есть по ВТБ сейчас ставка на то, что ВТБ будет либо стагнировать, либо откатываться. Но на самом деле здесь вот эта ситуация, она вполне логична. Если делают ставку на рост костяка, Blue Chips, то ВТБ, как правило, он когда выдыхается рост в Сбере, в Газпроме, он приходит на подмогу и начинает расти. Так, Газпром, а вот здесь по Газпрому делают ставку на коррекционный откат, то есть на то, что он откатится. Опять же, есть у нас недавний максимум, который 235-236. Если этот максимум мы не пробиваем, удерживаемся в районе этого максимума, его не успокоится, пока на 256 не вытолкнут. А по ГМК ожидание дальнейшего роста норильского никеля. Ну, это вполне логично. Так, Лукойл, здесь ставка на боковик, но здесь из-за не очень большого количества позиций вот это изменение, оно менее репрезентативно. Так, ну и по Яндексу здесь сложно сказать, но в общем-то делают ставку на то, что Яндекс будет расти. На самом деле сейчас все-таки, мне кажется, более внимание приковано к Сбербанку, Сбербанк, Газпром, Норильский никель. То есть Яндекс, да, он имеет очень большие обороты, но чуть позже к нему возможно вернуться. Ну, например, там, не знаю, в четверг или пятницу на предстоящей неделе. Так, друзья, далее рубль-доллар, сишечка. Здесь ставка на дальнейшее укрепление рубля. Евро-рубль, здесь обратная ставка на то, что евро будет расти к рублю. Евро-доллар, ну здесь ставка на космос, на то, что евро улетит и пробьет предыдущий максимум, который в районе 1,23. Ну, конечно, это не сразу произойдет, не в один день, но тем не менее, судя по диспозиции, на предстоящей неделе ожидают такого движения. Так, далее нефть. По нефти ставка на коррекционный откат. Серебро. Ну, здесь ставка на то, что ждут все-таки по серебру откат. Возможно, сразу на открытии или в течение первой половины дня это вполне как бы осуществимо. Но в целом по серебру на среднесрочную перспективу, на неделю, месяц, то есть по нему, я так думаю, ставка все-таки на усиленный рост серебра. Но это, разумеется, в том случае, если не сработает мантра Sell in May and Go Away. По золоту ставка на коррекционный откат. Но по золоту, обращаю внимание, здесь с моей точки зрения ситуация достаточно ясная. 1800. Если откаты его не пробивают, то пойдет дальнейший рост. Так, друзья, ну все это основные инструменты. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. Ну и вот, в общем-то, 2 года моему каналу, надеюсь, он полезен для вас. И если он для вас полезен, для меня это дополнительный стимул его вести. Друзья, хороших выходных, с наступающими праздниками. Вас желаю, вам хорошо отдохнуть, несмотря на эту ужасную погоду. Набраться сил и заработать много денег на предстоящей неделе. Все.